Всем привет! Продолжаем одевать зайку. Сегодня свяжем с вами штанишки для зайки. Что нам для этого понадобится? Это пряжа, крючок, которым вы вяжете. Я вяжу крючком номер 2,5. Вот, и ножнички. Так, что мы делаем? Для этого нужен нам зайчик. Набираем воздушные петли, количество то, которое вам достаточно, чтобы обхватить зайца. И провяжите так, чтобы было свободно, чтобы можно было снять, минуя хвостик. Вот. Свободно вяжите, пусть немножечко, не знаю, где-то, чтобы палец хорошо у вас спокойно пролазил. Вот. Так как у нас не будет резинки, а будет ленточка, которую мы будем стягивать. Не ленточка, там может воздушные петельки свяжем, цепочку, чтобы стягивать штанишки. Поэтому вяжите свободно. Вот нужен зайчик. Вот для этого, чтобы узнать количество петель. Набрали воздушные петли, связали в кольцо, соединили в кольцо и провязали 2 ряда. Я просто это уже сделала, чтобы не показывать этот момент. Вот, провязали 2 ряда столбиками без накида по кругу. Далее, следующий, 3-й ряд у нас будет, будем провязывать пространство для веревочки. Набираем 3 воздушные петли и воздушная, еще одна воздушная петля. В общей сложности 4 воздушные петли. Пропускаем столбик, в следующую вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, пропустили одну петлю и в следующую столбик с накидом. Воздушная петля, пропустили и в следующий столбик. Вот такой вот у нас должно получаться для веревочки. Вяжем так по кругу до конца ряда. За пряжу не сказала. Пряжу берите любую, какую хотите. Хотите тоненькую, хотите толстую. В разумных пределах, конечно, толстую. Вот. И вяжите штанишки своей пряжей. Вот. У меня пряжа не Gloria Jeans. Она чуть тоньше, чем Gloria Jeans. Я вам сказать не могу. Это остатки пряжи. У меня нету бумажки, чтобы сказать вам состав. Ну, это, по крайней мере, хлопок. Вот. А толщину не знаю даже, как вам объяснить. Ну, немножко тоньше моей основной пряжи. Итак, чтобы у нас симметрично получился пояс, мы провяжем еще 2 ряда столбиками без накида. Воздушная петля. В этот столбик вяжем столбик. Это будет первый столбик. Под арочку столбик без накида. В столбик предыдущего ряда провязываем столбик. Следующий столбик под арочку. Дальше в столбик, под арочку. Вот так вот мы провяжем этот ряд до конца. И провяжем еще один ряд столбиками без накида. Так, заканчивая 2-й ряд, я присоединю другой цвет. Буду дальше всю штанину, штаны вязать этим цветом. Вот. Потом я свяжу ниточки и спрячу. Так, теперь мы вяжем основной рисунок, из которого будут состоять наши штаны. Значит, провязываем соединительный столбик в первую петелечку. Набираю 3 воздушные петли и в эту же петлю столбик с накидом. Пропускаю 1 столбик, в следующую провязываю 2 столбика с накидом. В одну петлю получается. Пропускаем 1 петлю, в следующую провязываю 2 столбика с накидом. Пропускаем петелечку и в следующую 2 столбика с накидом. Так вяжем до конца ряда. Провязали последнюю комбинацию и делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю. Начиная с этого момента вяжем ту же комбинацию в эту воздушную петлю, то есть набираем 3 воздушные петли и сюда же провязываем столбик с накидом. Следующую комбинацию такую мы провяжем в первый столбик вот этой вот галочки. В первый столбик провязываем 2 столбика с накидом. Дальше следующая галочка, в первый столбик провязываем
2 столбика с накидом. То есть получается, мы пропускаем, как и здесь мы пропускали 1 столбик, так и здесь мы пропускаем 1 столбик. Вот. Получается, в первый столбик галочки мы провязываем 2 столбика, пропуская тем самым 1 столбик. Вот такой вот простой рисунок будет. В первый столбик галочки провязываем 2 столбика. Вот такой вот рисунок. Дальше закончили ряд, присоединились в третью воздушную петлю и точно так же набрали 3 воздушные петли, сюда же столбик с накидом. И каждый раз у нас будем мы вязать вот эти вот галочки в первый столбик в каждом ряду. Вяжем, значит, мы количество рядов таких вот, когда вы оденете, да, вот, чтобы вот до конца, вот до сюда. Вот, потом будем вязать штанину. 2 штанины вязать. Пока вяжем по кругу количество рядов, необходимое для вас. Я потом скажу, какое у меня количество получилось. Провязала я 7 рядов. Мне этого достаточно. Вот у меня он получается вот так немножечко. Вот так вот будет. Вот. Теперь мне надо будет провязать воздушные петли, чтобы соединиться вот так вот. И потом вязать штанину. Сначала одну, потом другую. Для этого я посчитала количество своих петелек. У меня, вернее, столбиков. Да, у меня их 74. Разделила пополам. И получилось, что у меня с одной стороны 37, и с другой стороны будет 37. Вот, поэтому что я сделаю? Я между столбиками. Итак, значит, делаю соединительный столбик между столбиками, тем самым разъединив пополам. Вот. Набираю 14 воздушных петель. Вот я тут маркером пометила. Получается у меня между вот этими вот галочками. Вот между галочками я делаю соединительный столбик. Вот, и у меня получается с одной стороны 37 столбиков и с другой. И плюс 14 столбиков. Делаю воздушную петлю подъема. Вернее, наверное, не воздушную. Скорее всего, мы должны переместиться в столбик и продолжить этот рисунок. Перемещаюсь я в столбик соединительным столбиком и набираю 3 воздушные петли. И сюда же столбик с накидом. Продолжаем этот рисунок и вяжем так одну штанину нужной нам длины. Сейчас доходим до воздушных петель. Вот. Дошли до воздушных петель и сюда, откуда у нас воздушные петли вышли, мы провязываем 2 столбика с накидом. Вот. Пропускаем первую воздушную петлю, в следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Пропускаем одну воздушную петлю, в следующую, и так продолжаем по цепочке. Пропустив одну воздушную петлю и в следующую. Провязали последнюю галочку и делаем соединительный столбик с 3-й воздушной петлей. Ну и все, и продолжаем по кругу вязать штанину нужной нам длины этим основным рисунком. Закончу я штанину красным цветом, как начинала верхушку. Вот. И провяжу 2 ряда столбиками без накида. Воздушная петля подъема в эту же петелечку, первый столбик, и параллельно прячу ниточку.
в каждый столбик теперь я провяжу по столбику без накида. Вот, и так сделаю 2 ряда. Присоединяемся сзади и вяжем вторую штанину. Вот где у нас шли швы соединения. Вот, присоединяемся. И вяжем 3 воздушные петли и еще один столбик. С накидом. Так, доходите до цепочки, и здесь у вас должно получаться напротив вот этой цепочки, да, напротив вяжете вот эти вот галочки. Вот. И вывязывайте дальше. У меня получилось вот в итоге 1, 2, 3, 4, 5 рядов и 2 ряда столбиками без накида. Смотрите, хочу обратить ваше внимание, когда дошла до воздушных петелек, сейчас, минуточку, вот, дошла до воздушных петелек, теперь мне надо провязывать, как я вам говорила, да, вот напротив штанины предыдущей, да. Вот, если мы будем вязать сразу, у нас тут будет дырка. Чтобы дырки не было, я вот тут вот предлагаю вам за столбик вот этот вот незаконченный провязать столбик. Вот так вот. Не закончили его. Вот. А сюда в первым столбиком мы как бы провяжем этот столбик. То есть он у нас просто присутствует для того, чтобы здесь закрыть дырку, но здесь мы его не добавляем. Я думаю, вы поняли, да? Ну, не провязывая до конца, мы соединяем с первым столбиком этот столбик. Вот, тем самым здесь у нас нет дырки. А так будет такая вот дырка некрасиво. То же самое я проделываю и в конце. Вот у меня столбик вот здесь есть. Вот в него я провязываю столбик с накидом. Провязываю только накид. И в первый столбик за воздушную петлю делаю соединение. Вот таким вот образом. Вот и продолжаю вязать штанину. Итак, вот и все, штаны готовы. Вот такие вот смешные штанишки получились. Я не делала для хвостика там пространство, поэтому цельные штаны. Вот это кофточка, которую мы вязали в предыдущем видео, поэтому я решила взять такой же цвет, чтобы получился такой костюмчик. Вот. Почему вот именно так вот? Можно здесь, если вам, например, не нравится вот именно вот так, как здесь я начала, да, вязать, можно начать с резиночки. Вот, провязать резиночку и дальше вязать этот рисунок. Вот. А тем самым наши штаны готовы. Следующий у нас по плану это свитерочек. Вот. Свяжем свитер и останется нам с вами связать пальто. А на этом все. Спасибо за просмотр. Приятного вязания.